Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games. И сегодня у нас на обзоре тяжелый танк, китайский, 8-го левела, проходная прокачиваемая ветка в 110-й. Чуть не сказал ВЗ, 110-ка. Вот, щучий нос, все как положено, скопировали с советских танков. Как всегда, китайцы. Ну и предлагаю, конечно, пойдем с вами сразу бронирование 110-ки. Вперед. Итак, коллижн модель нашей 110-ки. Ну и давайте быстренько пробежим. НЛД 110 мм бронеплита, в приведенке 180 снизу и 172. Как для НЛД 8 уровня, а если еще вот так вот довернуть, то очень-очень даже себе не кисло. Да, но если мы довернем, подставим щеку, это надо помнить. Так, конечно, в лоб, если смотреть, ну, все равно, как для НЛД, достаточно такой анти-СТ, но никак не анти-СТ. У нас вообще как бы здесь щучий нос, зато здесь у нас, вот так если в лоб смотреть, да, 264, 277, то же самое. Надгусеничные полки 236, 247, они тоже гнутые 246. Касаемо надгусеничных полк и ВЛД, очень крепкая вот под таким углом броня ВЛД. Люк мехвода у нас 451. Дальше у нас это вот пластиночка, полосочка вот самая вверху под башней идет. Вот 204 миллиметра тоже кругляк под башней. 180, ну по центру 150, бока расходятся побольше. Ну, настолько тоненькая щель, но в ПВП лоб в лоб туда можно стрелять. Касаемо маски орудия, башни. Здесь у нас кругляк. Ё-моё, 250, 250, маска 400, 470, 500, 600, 700, 900. Ну, маска орудия невероятно крепкая. 212, самая у нас сферическая башня. Самая ослабленная зона, естественно, сферической башни, это вот эти углы. Ну и здесь, извините, 235. 216 вот чуть выше, 227 вот здесь. Да, но это прям вот совсем рядом с маской, тоненькой. Сюда уже 246, 300, 400, там 700. Короче, все очень крепко. Вверху планка верхняя у нас 450. Здесь вот 40 миллиметров планочка, в приведенке 95. Система пишет рикошет, потому что хороший угол наклона. Есть два лючка. 103 миллиметра, 103. Они находятся в задней части башни. И, честно говоря, они очень маленькие. В них тяжело будет попадать. А вот здесь, кстати, даже 66, это все планка, рикошет, да. Вот чуть-чуть ниже стрельнете, попадете в планку и будет рикошет. Также и здесь стреляете в люк, попадаете в планку и рикошет. Боковое бронирование у нас 60 миллиметров, верхняя за фальш бортом у нас 101. Начинаете танковать, все круто, все рикошет, хорошая броня, все вообще зашибись. Но подставляете, естественно, свой щучий нос. Вот, ВЛД 213. Ну и самая жесть, это вот здесь надгусечная полка 188. Куда вас будут, конечно же, рвать. Еще раз, если этот танк танкует от борта, вы увидите, стреляйте вот в эту часть, не пожалеете. Брони здесь нет. Достаточно крепкая НЛД рамбануть вообще хорошо. Очень крепкая ВЛД у этого танка, напоминаю. Да, ослабленные зоны здесь и здесь. Все остальное, маска, вся башня крутая и очень тоненькие лючки. В целом, по бронированию танк очень годный. Так, с броней разобрались. Броня реально у танчика есть, особенно в лоб. Давайте смотреть орудие, чем тут будет похвастаться вообще эта машина, чем может, да. У нас три пушки, 2 8-го левела 122 мм, 122 мм и 9-го 100 мм. Чем отличаются эти подружки? По альфе, по бронепробитию они абсолютно одинаковые. Вот это быстрее заряжается, притоповая. Чуть повыше на ней ДПМ, точность получше, время сведения одинаковое. На этом танке, в принципе, можете начинать играть на стоковые пушки, потихоньку проходя до топовой вот этой 100 миллиметровки. У нас здесь уже альфа 320, 215 пробития основным, голдой 265, заряжается 10 секунд, 1920 ДПМ. Хорошая точность орудия 0.36,
комфортное время сведения 2,5 секунды. Вот. А по поводу топовых башен. Чем у нас отличие от стокового? Значит, броня 201, 130, тут как бы даже дальше говорить нечего, да. Плюс у нас обзор, плюс 30 метров. Обязательно качать, потому что без топовой башни это не тяжелый танк, а уже средний танк на стоковой башне. Обязательно качайте топовый двигатель, 580 лошадей против 520, как минимум 12-11% подвижности вам даст. А тяжелый танк, для него каждые 10% доп, это важно. 30 градусов поворота на топовый и 28 плюс 2 градуса в секунду добавить топовая ходовая. И на топовой ходовой вы сможете поставить топовую пушку. По-моему, без топовой ходовой топовая пушечка не ставится. По полевой модернизации. Вездеходная ходовая во втором блоке. Здесь мы смотрим. У нас время сведения 2.24 в принципе комфортное. Рекомендую повысить точность до 0.31. Вот как у меня сейчас. Звукоизоляцию, защита от фугасных снарядов от арты в целом. И вторым слотом мы ставим мобильность. Да-да, мы ставим мобильность. Почему? Потому что в первый слот мы ставим улучшенную закалку, во второй ставим стаб. Здесь, казалось бы, вы скажете, на мобильность поставили. Да, поставили на мобильность, потому что иногда я катаю без стаба, ставлю сюда. Хотя он на самом деле 110 и без турбины хорошо есть, но с турбиной он просто огонь как летает. Вот, обязательно ставьте досел. Вот, снаряды у нас основной ББХ летит 950, голда летит 1200 почти метров в секунду, и это подкол. Ставьте ремку, аптечку, автоматический огнетушитель желательно. Я поставил до паёк, 4 члена экипажа, перки сейчас наблюдаете перед собой. По плюсам, минусам машины. Естественно, минус этой пушечки у нас здесь, да и любой другой, который вы поставите на эту башню, это УВН, минус 6. Это минимально комфортно, принятые в игре минус 7, у нас минус 6. Это очень плохо. Но у нас достаточно неплохая скорость полета снаряда, хорошее пробитие, хорошая для тяжелого танка альфа. Так что это для подобных машин, в принципе, пушка неплохая, да. Но нет УВН, больше городская, и на картах, где нужны УВН, и на рельефных картах вы, конечно, будете страдать. И это минус. По подвижности, даже без турбины, этот танк достаточно бодро катает. То есть он реально, вот да, мобильность наша, смотрите, 40 вперед, но он их быстро 40 набирает и реально 40 едет. 15 назад. Не знаю, ну прям кажется, что прям реально тачка прям, ну, очень достойно себя ведет. Поставите турбач, вообще супер драйв получите. Вот, значит, по броне, уникальная броня в лоб. От борта играть тяжело, продленный вот этот далеко достаточно надгусеничная полка борт, вот этот фальшборд, через него вас будут шить. И это, к сожалению, увы, при танковании от борта. Вот, единственное, если только обратным ромбом играть, вот, ну, не все это умеют. Вот, по обзору стандартные параметры, по незаметности тяжелый танк, что тут даже говорить, по количеству хп 1710, в принципе, все здесь нормально. Предлагаю уже отправляться в бой, давайте посмотрим, как 110 себя ведет в бою. Посмотрим, насколько это качественное бронирование. Вперед. Так, попали на Вестфилд. Обзор боем у нас 110 тяжелый. Китайский танк 8 уровня, проходная прокачиваемая ветка. Попали не в свою стихию. 110 это в первую очередь танк без УВН городского боя. Да, у нас, видите, куда попали. Тут нужны УВН, которых у нас нет. И мало того, еще и попали к 10 левелам. Придется попотеть. У них есть БЗ-176, который сейчас на холме здесь будет отыгрывать. 100%. Итальяшки, фигашки, какашки, короче, тяжело будет. Реально будет тяжело. Ну, а по-другому никак. Уходим на первую линию. Нам вот эти перестрелочки с БЗ от УВН нафиг не нужны.
О, как интересно. Мне нужна помощь. Внимание! Отступаем! Фармим через каточек. Ах ты мерзость. Не, нам вперед нельзя. Надо ждать засвета. У нас обзор маленький. Все-таки тяжелый танк. А там китайская ПТХ. Причем очень крепкая на рубку и очень злая по пушке. Что нам будет очень-очень больно. Ну как я промазал, а? Да ё-моё, ну не, ну точность пушки, тяжелый танк, чё. 1300 у нас сумма. Пока их не начну светить, мы ничего сделать не сможем. Ничего. Мимо. Ну я больше с вертухи пытался. Попали. Попали. Все, побежал. Скорб убежит ли? Убежит. Жалко, первый раз промазали. Так, 1700 дамага. Бою против десяток, ребят, напоминаю. Мой засвет лично от меня по этой линии ничего не даст ни мне, ни моим союзникам, потому что они стоят как бы в низинке, и даже если я их высвечу, по ним банально стрелять не смогут. Поэтому я просто тут стою как идиот, и ничего сделать не могу, реально. Они вон там за деревьями стоят, как стояли, так и стоят. Шесть-7, кстати, проигрываем нормально. Начали хорошо, а заканчиваем плохо. Стоят, не светятся ПТшечки. Вообще не светится. Ни капелюшечки. Может, они, конечно, переехали, но наверняка стоят, меня тут ждут. Кстати, 8-7. По стволам переиграли, но не по ХП.
Подрядим-ка мы голду. Для китайской ПТС в руку придется стрелять. Ну ничего, не могу двигаться вперед. ЛТшка ездит по другому флангу. Связан по рукам и ногам. Так, жопу я спрятал. Будем стоять, ждать. В углу стоит 2 арты. И ничего мы сделать не можем. Хорошо, что ЛТшка еще жива. Так бы уже. Блин, 15-минутка бой, походу. Эти кустодроты запрятались. Ага, нашли одну арту. Это уже хорошо. Так, не засветился, значит китаец отъехал. Забили. Вот он. Давай, борту. О, добро. Ну все, настреляли мы. Победа. Ну чё, 2200 дали. Не, ну подвижность у танка хорошая, тут даже говорить нечего. 110 это 110. Катается он знатно, добро. Все. Убили Юдаса. Ну, даже на такой карте, не на городской, ведь иногда что-то можно сделать. По танку можно отметить, что по нам мало на самом деле стреляли, чтобы проверить его броню. По пушке, в принципе, как для тяжелого, со стабом играя, очень важный момент. Играя со стабом, в принципе, комфортное орудие по точности. В принципе, комфортное. Да, я там не попадал в Скорпионов, в Крайслера, ну, блин, расстояние раз, и второе в движение 2, и не до конца я сводился 3. 5-е место по урону, 2 фрага. Ну, что можно сказать в целом за 110-ку? Этот танк выделяет в первую очередь на фоне всех других танков. Это его, кстати, неплохая реально подвижность. Она очень схожа с ВЗ. С ВЗ-111 просто, да, Альпийский Тигр, они вот где-то рядом. То есть танк вот в этом комфорт. У нас не стоит никакого турбонагнетателя, но в этом плане все здорово. Вот. А так, по сути, играется как ИСа 3 подобный, да, танк от борта хорошо будет играться, заваленный борт здесь более-менее. Тяжелый танк, скопированный с ИСа 3. Вот мой комментарий. Ребят, у кого есть этот танк в ангаре, вы на нем нет, выезжаете, играете, пишите свои комментарии, какой вы используете оборудование, как вам в целом 110, как по мне, обычный, нормальный, тяжелый танк, неплохо сбалансирован. Вот такое мнение. По 5-бальной системе, ну, 4 с маленьким минусом, скажем вот так. Ладно, ставьте лукасы, подписывайтесь на канал, а я говорю, до скорых встреч, пока.
Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.